Авианосцы. История американских авианосцев. Часть первая. Лэнгли. Огромные авианосцы американских военно-морских сил, возможно, являются наиболее мощным видом вооружения. С помощью своих самолетов авианосец может контролировать значительные пространства. Он состоит из множества машин и механизмов, которые действуют на море и в воздухе, но не над сушей. На сегодняшний день авианосец является основным надводным кораблем во флоте. 80 лет назад он являлся лишь предметом обсуждения наиболее дальновидных морских стратегов и будоражил воображение проектировщиков. Взлет авианосцев был стремительным. В начале Второй мировой войны для большинства моряков авиация была лишь дополнением к линейному кораблю, который считался основной силой флота. Всего через 5 лет линкор уже считался совершенно бесполезным. Вторая мировая война поставила авианосец во главе флота, и для многих именно война авианосцев отражает суть тогдашних боевых действий. Исход войны на Тихом океане в первую очередь решался в сражениях японских и американских авианосных соединений. Стоило японцам лишиться своих авианосцев, ничто уже не могло помешать наступлению союзников. В конечном счете они победили. Пока на суше сложившуюся систему боевых действий разрушали танки и самолет, на море авианосцы совершенно изменили масштаб и характер столкновений. Артиллерия главного калибра линейных кораблей была очень мощной, но самолеты с авианосцев могли нанести удар на значительно большем расстоянии. Единственной серьезной угрозой для него были самолеты неприятельского авианосца. К концу войны США построили целый флот из авианосцев различных типов, предназначенных для различных целей. Создавались авианосные группы, которые способны нанести удар тысячами самолетов и сохраняя обороноспособность. Победа прежде всего зависела от авианосцев. Эти съемки американского флота сделаны в 1900 году. Тогда даже линейный корабль был новым оружием, выросшим из опыта сражений 18 и 19 веков. Знаменитый дредноут был спущен на воду в 1904 году. В это время только появились первые самолеты. Скорость развития авиации является отличительной чертой нашего века науки и техники. В 1903 году самолеты еле поднимались в воздух. В 1914 их уже было можно использовать как оружие. К 1918 году они стали самым современным вооружением. 26 января 1911 года Кертис совершил первый полет на морском самолете, и во флоте стали гораздо внимательнее присматриваться к развитию авиации. Еще в декабре 1910 года первый пилот морской авиации Теодор Элсон стал учиться у Кертиса.
и в следующем году флот получил свой первый самолет. Самым серьезным достижением того периода была подготовка во флоте группы своих летчиков, энтузиастов воздухоплавания, преданных учеников. В тот момент, когда флот стал не нуждаться, он получил опытных и знающих пилотов, способных самостоятельно принимать решения и способствовать дальнейшему развитию морской авиации. В 1914 году в Европе началась война, которая уже не представляла собой поле боя, на котором сходились армии противников, и судьба войны решалась довольно быстро. Оборудованные оборонительные позиции с большим количеством артиллерии и пулеметов встречали нападающих. Людская масса не могла противостоять ударной силе пуль и снарядов. В то же самое время самолет сделал огромный шаг вперед в ходе военных действий, перестав быть всего лишь средством ведения разведки и группировки артиллерийского огня. В войне против подводных лодок самолеты добились первых успехов, и первой задачей морской авиации после вступления Америки в войну стало патрулирование и поиск подводных лодок. Рассказывает капитан Сагден. Запись сделана в 1960 году. Я до сих пор помню свой первый полет. Моей задачей был поиск подводных лодок противника. Мне было приказано атаковать их при обнаружении, сбрасывать бомбы. Но тогда я никого не встретил. Эти воспоминания капитана Сагдена еще раз подчеркивают уровень развития оружия, с которым Америка вступила в войну. Отсутствие радиосвязи и достаточного вооружения делало первые патрульные полеты неэффективными. Германские подводные лодки топили столь важные для союзников торговые корабли в огромном количестве. Борьба против них становилась первоочередной задачей. Самолет оказал серьезное влияние на войну против подводных лодок. К концу боевых действий противолодочные самолеты, вооруженные глубинными бомбами, эскортируемые истребителями, стали серьезным противником для любой лодки. Совершенствование американской авиации во многом помогло сотрудничеству с англичанами, которые делали значительные успехи в развитии вооружений и тактики боевых действий на море и суше. Обороняя подходы к морским портам, понимая всю свою зависимость от снабжения по морю, англичане строили авиацию, увеличивая радиус действия и усиливая вооружение. Такой подход усложнял действия германских лодок. Вступлением Америки в войну производство разработанных в Англии самолетов послужило для развития своей авиационной промышленности. Рассказывает доктор Джером Хансейкен. После того, как в Европе началась война, англичане добились успехов в разработке конструкции летающих лодок для борьбы с подводными лодками. Их опыт оказался очень ценным для нас. Когда мы вступили в войну, компания Кертис строила H-16 и позднее F-5. Большое их количество попало за границу в качестве противолодочной патрульной авиации. Anti-submarine patrol craft. Использование самолетов военно-морскими силами США применялось все более широко, а их количество было ограничено только числом подготовленных пилотов. Многие морские летчики были посланы в Европе, и в стране объявили призыв добровольцев. А тем временем технический прогресс двигался вперед, и конструкция самолетов постоянно улучшалась. Их возможности увеличивались. На Королевском военном флоте морская авиация рассматривалась как один из полноценных участников войны на море в будущем. Большие средства были брошены на ее развитие. Морская авиация совершенствовалась параллельно с обычной. Появилась необходимость в специальных кораблях, которые могли бы нести на себе самолеты и увеличивать радиус их действия.
ходе войны было предпринято множество перспективных мероприятий. Например, сочетание наличия самолета и ограниченного пространства привело к появлению складывающихся крыльев. Впоследствии это стало очень важной составляющей действий современных авианосцев. Первые американцы, участвовавшие в военных действиях в Европе, летчики морской авиации, которые летали на английских и французских противолодочных патрульных самолетах с баз на Атлантическом побережье Франции. Прибывающие американские пехотинцы даже не подозревали, что самолетами, эскортировавшими их на последнем участке перехода через океан, управляют тоже американцы. Уже опытные морские летчики проходили дополнительную подготовку. Рассказывает Джозеф Клайн. В одном небольшом местечке флотом была организована школа летчиков. Я учился там вместе с теми, кому выпало летать на американских противолодочных самолетах, переданных французскому флоту. Когда я туда приехал, там командовал Уильям Кори, офицер американского флота. Задача подразделения, в котором я позднее служил, было эскортировать корабли с прибывающими американскими войсками. Я летал на самолете французской патрульной авиации. Американцы летали на самолетах, вооруженных бомбами. Во многих других отношениях они были крайне примитивными. Например, для связи использовались голуби. Даже без потопления патрулирование снижало активность подводных лодок. Мы так и не увидели ни одной лодки в течение месяца. Но потом, подводя итоги, обнаружили, что в нашей зоне практически не было потопных кораблей. Морская авиация была готова к огромному шагу вперед — размещению самолетов на кораблях. Первый успешный вылет с корабля был осуществлен гражданским летчиком Эйджином Элаем, участвовавшим в учении флота на борту Бирмингема. Он вылетел с специального трамплина, сооруженного на носу корабля. Это случилось 14 ноября 1910 года. Оценив этот успех, тем не менее, на флоте пока не могли воспользоваться подобным способом взлета. В течение войны необходимость размещения самолетов на кораблях оказалась настолько велика, что были предприняты значительные усилия. Для опытов использовался прежде всего морской самолет, который потом мог бы приземлиться рядом со своим носителем. Проводились эксперименты с катапультами для запуска самолета. Именно США вложили наибольший вклад в создание самолетов для линейных кораблей и крейсеров, вплоть до Второй мировой войны. Морские самолеты были тяжелые и тихоходные, требовались быстрые обычные самолеты на шасси, особенно если их задача сводилась к поиску атакующих самолетов. Англичане построили свой первый авианосец, используя корпус легкого крейсера «Фьюриес». Это был долгий процесс. Корабль дважды перестраивался. Спущенный на воду в 1917 году, только с передней полетной палубой, он тут же был возвращен для построения палубы сзади. В это же время корабль получил лифты для самолетов и систему тросов для приземляющихся самолетов. Построенный в расчете на скорость 30 узлов, корабль воплощал в себе уже многие черты эскадренного авианосца. К концу войны морская авиация претерпела значительное усовершенствование и в скорости, и в вооружении самолетов, а также в их применении и размещении. В начале войны капитан Стагнер патрулировал на невооруженном самолете. К концу войны самолеты представляли серьезную угрозу для подводных лодок. Моей задачей под Дюнкерком было прикрывать на истребители патрульные противолодочные самолеты. Однажды утром наши 3 самолета летели на высоте около 1000 метров. Патрульный самолет шел на высоте около 150 метров. И внезапно я заметил подводную лодку. Она стала вести огонь по патрульному самолету.
Нас с ней не заметили, и вскоре мы уже были на подходе и стали вести огонь из пулеметов. Нам удалось попасть в орудийный расчет. Мы приближались к лодке, она начала погружаться. И в этот момент патрульный самолет развернулся и сбросил 2 глубинные бомбы на это место. Мы сделали круг, и через минуту лодка показалась на поверхности, задрав нос, а потом снова ушла под воду. И позже мы получили награду за потопленную нами лодку. 4 года войны в Европе подходили к концу. Обе стороны были истощены, были понесены ощутимые потери. Последствиями войны были нестабильность, экстремистские действия, ведущие к возможности новой войны. Многие были охвачены идеями пацифизма и хотели установить мирные взаимоотношения между государствами. После перемирия люди ликовали. Прекратились постоянное массовое убийство. Вселилась надежда, хотя бы на сегодняшний день, а может быть и надолго. Для американского флота наступил период ограниченного финансирования, и возможности выхода на новые рубежи сократились. Однако для флота это был критический период. Было получено много уроков, которые предстояло усвоить и сделать выводы. В самом флоте была масса противоречивых мнений о самолетах и их роли. Дебаты развернулись нешуточные. Шли они долго. Для многих адмиралов было тяжело представить, как брошенные самолеты уничтожают их линейные корабли, рассчитанные на противостояние артиллерии таких же мощных линейных кораблей. Сила флота всегда была в артиллерии линейных кораблей. А сами линкоры были главной мощью флота, они просто символизировали ее. Линейный порядок сохранял свое доминирующее положение, также без изменений, несмотря на возражения и аргументы морских летчиков. Осталось представление о тактических действиях флота и взаимодействии его подразделений. В 1919 году флот получил разрешение переоборудовать корабль «Юпитер» в экспериментальный авианосец, который получил название «Лэнгли» по имени профессора Лэнгли, который был одним из первых авиационных теоретиков. Вице-адмирал Фредерик Пенуэр. Это фотография Лэнгли в окончательном варианте, снятая в 1919 году. Но корабль вошел в состав флота только в 1922 году. Над палубой корабля была воздвигнута конструкция, напоминающая железнодорожный мост. Необходимо было подумать об очень многих вещах. Ведь это же был первый экспериментальный авианосец, предшественник будущих кораблей. Это катапульты, посадочное оборудование, подача топлива, конструкция полетной палубы, а также очень многое другое. Несмотря на господство устаревших теорий на флоте, были специалисты, смотревшие вперед. By the time of the Langley's commissioning in 1922, there was plenty of evidence to influence them. British experience with the Furious had impressed the Navy sufficiently for it to have vigorously pushed for the construction of 4 large, fast carriers. However, in hindsight, these would have been very strange ships indeed. They were designed with heavy surface armament, twin superstructures, and several other idiosyncrasies that would have made them into white elephants. They were rejected, not for their design deficiencies, but because of budgetary restrictions. Congress allowed only the money for the Langley's conversion. The politicians had accidentally made the right decision, and the Langley was to repay them handsomely, as she was to be an outstandingly successful laboratory and incubator for American naval air power.
tried and На tested Лэнде methods that отрабатывались stood the Navy in тактические good приемы, stead. которые вели в нужном With the направлении. experience gained on her decks, Опыт, by the полученный на time его the Navy борту, secured позволил funds for избежать its next многих carriers, ошибок при most строительстве of и the использовании misconceptions следующих had been авианосцев. abandoned. Despite being based on battlecruiser hulls and the rather ridiculous inclusion of 8-inch gun batteries, the Lexington and Saratoga were to be successful carriers. Naval thinking about aircraft still revolved around battleships. The planes could supplement the cruiser lines and destroyer sweeps to reconnoiter for the fleet and locate enemy units. They could then keep an eye on the targets and guide the battle fleet into range. And then it would be over to the big guns, and the last role for the plane would be as an artillery spotter, advising fall of shot and directing the gunnery onto the victim. In the years of peace, it would remain the task of the aviators to convince those around them that far from being the spotter for the battleship's artillery, the aeroplane itself would, in the future, be the artillery. The Langley was slow, small, and limited, but she, and not the proud battle line, was the face of the future. Новое оружие. In 1920, the battleship was still the power of the fleet. Studies of the trajectories of incoming shells had given her armored decks, and the invention of the torpedo and submarine had given her a belt of armor around her waterline. If, as the enthusiasts of aviation asserted, the aeroplane was a real threat, then obviously the versatile battleship would adapt to nullify that threat. The carrier was really only a side issue. The main debate was between the proponents of plane and battleship. One area where the two sides agreed was that there was a need to assess the situation practically, rather than in endless hostile theorizing. And so, in 1921, while the Langley was still under reconstruction, a series of trials were conducted to sink warships from the air. Адмирал Альфред Джонсон. На флоте очень стремились провести бомбовый удар по военному кораблю. Но долгое время для этого не было возможности, так как не находилось подходящей мишени. В конце Первой мировой войны немцы сдавались, их вооружение отходило к победителям. Корабли были поделены между флотами союзников. Их было решено использовать для испытаний. Были подобраны морские самолеты. Меня назначили командующим соединением. Бог пригласил армейских специалистов для участия в учениях, поскольку все мы могли узнать много нового о бомблении кораблей, и летчики могли приобрести очень полезный для них опыт. План предусматривал бомбардировку каждого типа корабля: подводные лодки, эсминцы, крейсера и линкора. Первая атака проводилась небольшими бомбами. Постепенно их вес увеличивался. В атаках участвовали и армейские, и морские самолеты. Результаты каждой тщательно изучались. Наиболее серьезным объектом был линкор «Ост-Фризланд». The Ostfriesland, Линейный of корабль 22,000 tons, was still a fairly modern ship. Built in 1911, before the days of air attack, she was nonetheless constructed to withstand heavy bombardment, and the Germans had a well-deserved reputation for the quality of their armor, so she was seen as a serious test of the airplane's power. Waves of aircraft bombed her over a day and a half. She was hit repeatedly and extensively damaged, but remained seaworthy. Though she was a stationary target, few of the bombs dropped actually hit her, and she suffered major damage only when she was struck by a 2,000-pound bomb, the biggest available. Even then, she took hours to sink.
самый тяжелый тогда. И то, для того, чтобы пойти на дно, кораблю потребовалось не 1 час. Если бы на нем находился экипаж, была возможность тушения пожаров, корабль остался бы на плаву. На следующее утро газеты вышли с огромными заголовками, посвятили немало страниц этому событию. Было создано впечатление по всей стране, что авиация наголову разбила флот. Сторонники самолетов провозгласили победу безоговорочно. Но выводы должны были быть менее оптимистичными. Если линкору было необходимо адаптироваться, то самолету предстоял еще очень длинный путь совершенствования. Подобные тесты продолжались в течение всего периода между войнами. Многие устаревшие американские корабли были потоплены. В то же время авиация получила в рядах флота очень серьезную поддержку, например, в лице адмирала Уильяма Моффета, руководителя отдела аэронавтики флота. Адмирал Моффет мог считаться отцом морской авиации. Я в этом не сомневаюсь, потому что никто, так как он, не боролся за создание единого флота, создание единой системы вооружений, использование авиации как равноправной, если не главной силы флота. Это было кредо адмирала Моффета. Он очень располагал к себе. Был волевым, энергичным человеком, который обладал даром убеждения. Он очень хорошо логически мог обосновать свои выводы и изложить их как флотским специалистам, так и широкой публике. Адмирал Моффет погиб в авиакатастрофе, но он предвидел роль авиации в развитии флота, и его работа по созданию эффективной структуры морской авиации, привлечению способных и преданных офицеров. Это означало, что он не только определил линию поведения, но и обзавелся достойными последователями. В то время морская авиация делилась на 3 вида вооружений. Многочисленные патрульные, большие лодки дальнего радиуса действия или самолеты, базирующиеся на кораблях. Они предназначались для разведки, контроля за коммуникациями и охоты за подводными лодками. Обычно они действовали поодиночке, эффективно, но не предназначались для воздушных боев, так как были тихоходные и слабо защищенные. Еще более тихоходные были дирижабли, предназначенные для наблюдения и способные поднимать тяжелые грузы. Теоретически они могли оказаться эффективными для противолодочного патрулирования и сопровождения конвоя. Соединенные со специальной корабельной мачтой, они могли идти вместе со флотом и оказывать ему всяческую поддержку. Но они сошли на нет даже до начала следующей войны. У флота имелись в распоряжении небольшие дирижабли, успешно справлявшиеся со многими задачами. Until 1927, the sole representative of the Navy's third era, carriers, was the little Langley. Though she was small, she saw the Navy's future leaders pass, and their experience in making a workable aerodrome out of her pocket handkerchief flight deck was to be the long-serving basis of carrier practice. Those who flew with the Langley retained a certain distinction within the Navy for many years. However, despite the Langley's small deck, and even with the limited pilot training of the day, the difficulty of working from the ship was more apparent than real. The planes themselves were so slow, stable and controllable that operations were more reliant upon nerve and skill than on luck. Необходимо было выполнить 3 успешных посадки и взлета. Если это удавалось, то в дальнейшем все было в порядке. Мы ощущали себя пилотами Лэнгли, пилотировали самолеты с авианосца. И потом, когда мы стали служить на других авианосцах, в нашу задачу входило учить молодых пилотов. Мы многому научились. Различные варианты пробовались для максимально безопасного применения
приземления Various самолета на палубу. configurations and ideas were tried out in the quest for the most effective way of landing planes safely onto the narrow deck. Эти эксперименты This включали изучение experimentation, of самих course, самолетов also и их included способность study of the реагировать на aircraft прямое и and their жесткое ability to приземление на withstand узкую the палубу stresses of the often авианосца. direct and На severe Лэнгли shipboard использовались landing. различные виды тросов для Transverse удержания arrestor wires самолетов как and fore вместе, and так и aft wires to поодиночке. prevent the plane from slewing over the Частью side всей were системы used on стал the Langley крюк, individually характерная and in черта всех combination. самолетов для авианосцев. As part of the process Его of конструкция operational также evolution, the совершенствовалась. arrestor hook, symbolic of the carrier aircraft, was developed and refined. Одной из моих задач было спроектировать крюк. Крюк на самолете, за который цеплялись бы тросы. Идей было много, но чтобы все выполнить как можно лучше, нам нужен был самолет. Для того, чтобы распределить вес, сконструировать крепление. И тогда я с помощью комитета по аэронавтике нашел самолет. Он был гордостью этого комитета. Существовал в единственном экземпляре. И я обещал, что буду о нем всячески заботиться. Мы сделали запись, фильм, который шел всего 30 секунд, и надо было успеть показать посадку. Я взлетел и готовился выполнить посадку. Высунулся из кабины и нажал выключатель, но с перепугу повернул его не в ту сторону. На меня со скоростью 100 миль надвигалась палуба. Я дернул выключатель обратно, но уже было слишком поздно. Я оказался первым летчиком, упавшим с палубы авианосца. Впоследствии я вспоминал об этом всю свою службу на флоте. Я изобрел этот крюк. Первым опробовал его в действии, но умудрился разбить драгоценный самолет. Admiral Pennoyer may have been the Адмирал first to go Пенноер over the оказался side, первым but свалившимся naval с запада. aviators were to Но discover летчики many ways испытывали of getting множество into других trouble during трудностей при carrier посадке. operations and reward naval film Благодаря crews этому with some появился целый prize фильм crash об footage. авариях. Future Admiral Gerald Bagan was one of the Будущий pilots адмирал filmed in the Джеральд act of Баген crashing был during a заснят landing в on the одном из Langley. эпизодов фильма во время неудачной посадки на палубу Лэнгли. У моего самолета, так это иногда бывает, неверно сработал крюк. Вместо того, чтобы уцепиться за основной трос, он зацепился за вспомогательный. И самолет сильно повело влево. На левой стороне около бортика стояли люди, в том числе коммодор Ривз. Я очень испугался, что вращающийся винт заденет их. И вопреки всем рекомендациям я взял еще левее, и самолет упал в воду. Позже меня подобрали. Тогда для нас, еще неопытных, взлетать и садиться обратно на палубу авианосца было тяжелой задачей. Прежде всего, это происходило благодаря малой мощности мотора с деревянным пропеллером, да и самой конфигурации самолета. Я помню, как нам приходилось брать с собой в кабину и класть на сиденье 2-3 подушки, чтобы сидеть выше и иметь лучший обзор. Ему мешали выступающие детали двигателя, системы охлаждения.
Двигатель сам по себе был очень чувствителен к смене температуры, и поэтому приходилось вручную регулировать заслонку радиатора. Выполняя посадку, мы чувствовали себя кем-то вроде органистов. Одна рука постоянно находилась на панели, а вторая перемещалась от одного рычага к другому, от кнопки к кнопке. И так все время, пока до палубы не оставалось нескольких метров. Что было необходимо тогда? Это новый подход к дизайну двигателя, да и всего самолета. Нужно было использовать все потенциальные возможности авианосной авиации. Самолет должен был обладать коротким пробегом на взлете и посадке и быть устойчивым к многократному использованию и действию катапульты. При этом нужен был совершенно новый тип двигателя. A new type power plant was also a key element in this program. The development of the air-cooled radial engine was to revolutionize naval aviation, cutting weight, troublesome maintenance, and storage problems. Their weight savings made the use of catapults redundant until the post-war appearance of jet-powered planes. However, in the 1920s, the major problems for the Navy were not concerned with carrier aviation. A combination of naval treaties and funding constraints was suffocating the service. The Washington Naval Conference Accords of 1922 were designed to head off the ominous and cripplingly expensive battleship building competition developing among the major naval powers, and strict limits on building were agreed to. However, because the previous frenzy of construction meant that there were half-completed ships on all the nation's slips, allowances were made for the conversion of some of the hulls to carriers. For the United States, the good news was that it was authorized to complete 2 battlecruisers of the Lexington class as aircraft carriers. These 2 ships were launched in 1925, being commissioned at the Lexington and Saratoga in 1927. Compared to the Langley, the 2 ships were huge. They could carry and service up to 80 airplanes. Though there were flaws in their design, like the 8-inch gun turret, the Lexington and Saratoga were fast, effective carriers, with huge capability in defense and attack, and America was to be very glad of their services in the dark months after Pearl Harbor. By this time, the Navy had fully accepted the role of aeroplanes in the fleet, a point underlined by the Secretary of the Navy's order that all cadet officers receive tuition in aviation matters as a part of their training. Further, many experienced officers were undertaking special courses to qualify as pilots and gain first-hand experience in the Navy's new realm. Accompanying this growth in awareness and experience of aircraft among the Navy's officers, and the consequent informed discussion of strategy and tactics, there was continued experimentation with the ships, the planes, and the weaponry. High-level bombing had proven itself near useless against a ship under way, and thinking had naturally turned to the scourge of shipping, the torpedo. The only effective defense against these weapons was that of the most heavily armored battleships. All other ships were highly vulnerable to torpedo attack, and much effort went into perfecting the use of torpedoes, and perfecting torpedoes that could withstand being dropped from an aeroplane at speed. The aerial complement of the ships broke up into fighters, bombers, and torpedo planes. In addition, a couple of seaplane patrol aircraft were carried, which could be lifted out onto the water by crane or catapulted from the deck. But in the longer term, they became irrelevant. The carrier crews had their attention focused on the flat top's potential to act as an attack weapon. What the air crews practiced and thought about was offensive action. To better use their bombs, they invented the dive bombing technique, which was to be their most successful attack method.
The result of the effort and experimentation of the carrier crews and their airmen was a working system. Through experimentation and refinement, the process of development was to continue unabated. But after the Langley, the two big new carriers started life as very effective machines from the first time they flew their aircraft aboard. In part, this was an accident of their birth as battlecruisers. The Navy was to show a leaning towards smaller ships, and Lexington and Saratoga were to remain the largest carriers up until the post-war Midway class. They had been built to the virtually unchanged cruiser hulls, with a massive hangar 450 feet long, 70 feet wide, installed on top. There was a further maintenance shop, and below was a hold for storing spare aircraft. This gave a massive firepower through the big ship's many planes. To spare the fleet from having to follow the carrier's antics as she prowled round the wind to fly her planes off, she and her defensive screen and support ships were made into a separate unit. However, rather than having the forlorn look of an urchin set aside from the center of activity, the arrangement immediately suggested an active intent, an attacking formation. The carrier task force had been born. Where the Navy had obtained only 3 aircraft carriers, none of which had been originally laid down as such, it had dozens of types of aircraft. Most of these were designed specifically for operating in the harsh shipboard environment. The majority of types tested and used were in circulation for only a short time. Small orders and high attrition through crashes and mechanical failure over the sea saw the types rotated into and out of service regularly. Some manufacturers chose to specialize in the construction of Navy planes, and their designers became expert in the special considerations of carriers. The small production runs hampered the rapid growth of these firms, but they were, with bankruptcies and collapse widespread in aviation, happy to still be in business, and happier still to continue refinement of their design ideas. Steadily, the Navy's aircraft improved, and the carrier men delighted in the responsiveness and agility of their lineways as they went about the serious business of practicing combat and attack tactics. In those days, it wasn't, as I say, we were... Мы в те дни были в некотором роде пионерами. Разрабатывали технику пикирования, тактику атаки группами. Мы создавали из морской авиации настоящую боеспособную единицу флота. Это был один из лучших периодов в моей жизни. Репетиции войны. In 1928, the United States Navy operated 3 carriers, Lexington, Saratoga, and their incongruous predecessor, the Langley. The value of the service of these 3 ships is almost impossible to overestimate. The Navy used them to experiment with the aircraft carrier in separate task groups and as task forces, as a powerful weapon in their own right, rather than as a handy accessory for the fleet. If kept tied to the fleet and subsidiary to its big guns, the carrier would never be able to fulfill its potential. Large carriers, with their range, speed and striking power, were patently capable of far greater things. In a series of naval exercises, the carriers demonstrated the role the aviation specialists wanted them to fill, and the results showed clearly that there was more than a grain of truth in the carrier enthusiast's theory. The first of these significant events was performed by the Langley. At a time when the Naval Planning Board was still preoccupied with questions of fleet gunnery,
Это произошло во время учений номер 8 в 1928 году. Ignoring conventional concerns with Не думая о battleships, правилах the и Langleys действиях stole линейных up on Pearl кораблей, Harbor на unobserved Лэнгли and организовали mounted an незаметные aerial raid перемещения that к Перл achieved Харбору total surprise, и theoretically внезапную атаку causing much самолетами. damage to the installations there. Теоретически сооружением A базы year был later, причинен with the огромный ущерб. exercises of Fleet Problem 9, it was to be Годом her позже big на sisters, учениях номер Lexington 9 and пришла Saratoga, очередь who stole the Саратоги и show. Лексингтона. The exercise was Учения based around the проводились в Panama районе Canal. Панамского The two канала. carriers were split. Авианосцы были Lexington to the разделены canal между defenders противниками. and Saratoga Лексингтон to the достался attackers. обороняющимся, а Саратога нападающим. Рассказывает адмирал Артур Дэвис. Это произошло в 1929 году. Флот подошел к району Панамского канала с юга. Это была обычная ежегодная военная игра. В этот раз организованная для того, чтобы продемонстрировать возможности наших новых авианосцев, а также пикирующих бомбардировок. Я командовал эскадрильей истребителей, оборудованных для того, чтобы нести бомбы. Учения были разделены на две части. Командующий нападающими адмирал Ривз решил впервые за историю этих учений избежать заблаговременного обнаружения его противником. Его соединение подошло к Панамскому каналу на радиус действия самолетов-авианосца перед рассветом. Вечером, перед намечавшейся атакой, адмирал Ривз вызвал меня и сказал, что в это время суток у меня есть отличный шанс не оказаться замеченным с кораблей противника и организовать хотя бы одну успешную атаку. Он предложил организовать первую атаку самолетами моей эскадрильи в 2 часа утра. Я ответил, что готов, хотя такое происходило впервые. Самолеты еще никогда не взлетали с палубы авианосца в ночное время. Все шло благополучно, и перед самым рассветом мы провели отличную атаку. В небо поднимались истребители и бомбардировщики. В моей эскадрилье была указана цель — аэродром наземного базирования. Когда мы подошли к летному полю, там не было никого из персонала. Мы прошли над ним туда и обратно и уничтожили все. Все самолеты. Тем временем одновременно проводилась атака на сам канал, и она оказалась не менее успешной. Было объявлено, что он выведен из эксплуатации. Мы поднялись выше в небо и стали ожидать реакции противника внизу. И вскоре начался воздушный бой. И на хвосте каждого армейского самолета сидел самолет морской авиации. Это происходило прежде всего потому, что у нас, морских летчиков, самолеты тогда были значительно лучше. Мы вернулись на свой авианосец как раз вовремя. Посадка прошла благополучно. Терпение у всех было на исходе. Люди подбегали прямо к самолетам и спрашивали, как все обстояло. Все мы чувствовали тогда, что самолеты с авианосцем наконец-то показали себя. Оправдалось столь тщательно отрабатываемое пикирование. Мы показали свои истинные возможности. В результате результаты были просто ошеломляющими. Оба авианосца были объявлены потопленными, причем Саратога дважды. Своей воздушной атакой Саратога достигла полной внезапности. Действия авиации вывели из строя Панамский канал. Были извлечены два очень важных урока. Авианосцы должны уделить внимание собственной обороне, а все остальные силы вместе должны думать о способности атаковать.
lessons of the 1929 Уроки учения exercise were to be 1929 repeated throughout года the years up to the повторялись war. неоднократно и в On two последующие further годы. occasions, in В 1932 1932 and году и 1938, 1938 Pearl Harbor was to be the recipient Перл-Харбор of стал successful объектом mock raids. успешных атак. If the war games sound Военные frivolous, игры, we несмотря на must всю remember свою that they paid their dividends in внесли the forming огромный and вклад practice в of отработку procedures. действий. From the flag bridge Персонал to the должен flight был deck, изучать новое naval personnel вооружение. were engaged in learning about their new weapons. The admirals and Адмиралы и captains капитаны had to learn кораблей to handle their ships должны были and their научиться striking управлять force своими with судами the same и fluency группами and с той же tactical уверенностью confidence и as the скоростью, battleship как command. капитаны линейных кораблей своими. In the air, the Navy's planes Самолеты continued морской to hone авиации the продолжали biplane оставаться arrangement. планами. The added lift of the dual Поскольку wings эта allowed much конструкция slower and обеспечивала therefore safer более approach медленный, а speeds соответственно более and considerably безопасный shortened подъем the к палубе, takeoff. а также However, делала взлет as the более 30s быстрым. progressed, there were rapid В ходе developments in 30-х годов monoplane в развитии design. монопланов были This достигнуты meant that the значительные biplane's успехи. advantages were Это being означало, increasingly что преимущества и outweighed by планов their постепенно тают, vulnerability. и в And случае in the войны event of war, авианосцы вместе the с carriers would be самолетами obsolete and будут their planes. несовершенным оружием. The Navy's first purpose-designed and built 1933 carrier, году был Ranger, спущен на was воду launched in корпус нового авианосца 1933 «Рейнджер», and reflected специально a desire to разработанного multiply the available полностью, от fleet air начала и до конца. capability. Он отражал The various потребность naval увеличить treaties had left the возможности United авиации. States with an unfilled Различные allocation договоры of оставляли carriers, ниши and it was авианосцев по intended to флоте fill the США quota with small незаполненной. carriers, И было hence решено obtaining more of строить them. авианосцы меньшего Ranger was размера. the first, but at only Водоизмещение «Рейнджера» было 13,000 13 tons, she was тысяч never an тонн. effective attack carrier. Он не мог стать She was too полноценным slow to атакующим operate with the авианосцем. larger carriers Обладал and малой too скоростью, не vulnerable мог to do much действовать on her совместно с own. эскадренными авианосцами. Сам по себе был мало на что способен. Next to be launched was the Yorktown. First of Следующим the к three спуску vessels in her готовился class, «Йорктаун», Yorktown and первый из Enterprise трех coming off the авианосцев slips in своего класса. 1936, and the third «Йорктаун», Hornet затем in «Энтерпрайз» в 1940. 1936 году These были уже three, at спущены around на воду. 20,000 tons, «Хорнет» were спустили far на more воду в effective ships than 1940 Ranger. году. Авианосцы The only водоизмещением по other 20 carrier added тысяч to the тонн fleet before the были United гораздо States лучше involvement «Рейнджера». in World War II Еще was to одним be another авианосцем, small вошедшим в строй carrier, до вступления Wasp. США во Вторую She мировую repeated войну, most стал of the небольшой failings of «Wasp». Ranger, Он во again многом too повторял small, «Рейнджер», lacking in такой же armor, маленький, and недостаточно underpowered. мощный и вооруженный. With Langley rebuilt and Лэнгли был reallocated as an переоборудован aircraft перевозящий ferry, самолеты the паром. United States had the 7 carriers Таким it was образом, able to США deploy могли as в it случае ended the войны war. выставить 7 авианосцев. The Essex class, which had Авианосцы been класса designed and «Эссекс» perfected on the сконструированные с basis of the учетом Navy's всего now имеющегося extensive опыта. carrier experience, Корабли, the очень ships that were нужные to be флоту so в critical in the предстоящей coming войне, conflict, would not стали start входить в commissioning until состав флота December только в декабре 1942. 1942 года. The years of peace passed Годы with мира increasing проходили со tension, все возраставшим and there was a sense of real напряжением. И urgency in the многие approach of специалисты, many in the предвидя United будущий States конфликт, Defense относились Forces, к обороне who, серьезно foreseeing coming и считали conflict, were своим долгом determined to be ready встретить for it войну when во it came. всеоружием. Among them was Admiral King, who commanded the Одним carrier из них task был group адмирал in the Кинг, 1938 ученик exercises that 1938 again года, revealed the командующий vulnerability ударной of Pearl группой, Harbor. чьи действия снова For the third продемонстрировали time, уязвимость American Перл-Харбора. carriers were able to Третий раз approach американские undetected самолеты and launch сумели large, подойти к острову successful raids on the незамеченными port и and the осуществить island's массированный удар defenses. по порту и There оборонительным were obviously сооружениям many острова. lessons for Honolulu's defenders to learn. Тому, кто The United оборонялся, States' было о main чем forward подумать. Pacific base, Уязвимость главной Pearl's военно-морской importance and базы США на vulnerability Тихом were океане glaringly стала obvious. слишком очевидной. This time we had the Saratoga and the Lexington, На этот раз both in our side. нашей And the целью idea была was that we морская were база. going in and wreck the Navy Мы должны yard были and the прорваться bomb and внутрь и torpedoes, атаковать take any бомбами ships и we could find there. торпедами любой In the корабль, meantime, the fighters would находящийся immobilize внутри. and pin down any Air Force fighters we Также found. нашей целью были самолеты. This could well be a description of the Japanese attack 3 years later. Японская The атака, successful которая fleet произойдет exercises continued много to позже, probe at the очень adequacy of existing походила на arrangements то, что and find происходило disturbing сейчас. evidence that, in many Успешные флотские respects, the учения nation was продолжали clearly отработку unprepared to действий engage in a различных major conflict. подразделений. President Roosevelt's Они arrival at показали, the что White страна во House had at многом не last готова к restored участию в executive возможной support for the войне. Navy. Президент But there was a Рузвельт lot to занял be made место в up, Белом доме. and Флот, Congress, наконец, still начал получать isolationist, поддержку. was unconvinced of Но the дел financial предстояло очень wisdom of много, а large Конгресс capital все еще expenditures on defense. изоляционист и не приветствовал But большие the time for затраты на preparing оборону for страны. war was running out Время шло fast. очень быстро, и оставалось все меньше. In the Pacific, there was На only Тихом one океане possible единственным opponent, противником могла Japan. быть только Япония. But many Americans found Многие it difficult американцы to не могли believe поверить, that что эта во многом medieval-looking средневековая society страна могла represented any представлять significant какую-то threat. военную угрозу.
This was despite the И evidence это of несмотря Japan's на рост militarism, милитаризма, industrial strength, промышленную and мощь, determined экспансионистские expansionism. устремления.
The Japanese, for all their aggression in Manchuria and China, did not seem silly enough to pick a fight with someone they couldn't beat. Japan's belligerence was seen as bluff. Her industrial base, though vigorous, was too small, and her lack of most of the list of strategic materials was so obvious. But American policy towards Japan often seemed dismissive and abrupt. Largely unknown was the sophistication of her armaments and the skill of her armed forces. The growing close relationship between Japan and Nazi Germany was also widely discounted. However, many of the United States defense planners had long been aware of Japan's military power and took it very seriously. The rising sun of Japan had shown itself to be ruthless. The efficiency and determination of her soldiers and the direct battle plans of her generals had seen her outmaneuver her opponents. Her navy was one of the world's largest and best, and had a highly developed fleet of 6 large carriers and 3 small ones. This gave them a numerical advantage over the American fleet of 9 to 7. And all the Japanese fleet was based on the home island, while the American Pacific fleet actually deployed only 3 of the United States carriers. The Japanese carriers were a mixed bag, ranging from excellent to nearly useless. The 3 small carriers were of little threat, but the large carriers were a different matter, and it was these ships which formed the raid on Pearl Harbor. It would not be the first time that Japan had gone to war unannounced. In 1904, the conflict between Japan and Russia had commenced with the Japanese fleet arriving off the Port Harbor naval base and attacking it. Surprise was total, and the victory devastating. Japan had stated a claim to the whole of Southeast Asia, including the Philippines and the American possession of Guam, in what they called a co-prosperity zone. By any name, what they wanted was an empire. In the 10 years following their invasion of Manchuria in 1931, they fought China and the Soviets. In 1940, they annexed French territories in Indochina. Importantly, in terms of a Japanese sense of invincibility, they had never been defeated in a war. When in July 1941, the Western powers imposed a trade embargo that cut off most of Japan's strategic needs, the generals who controlled the government, confident both of Axis backing and surprise, decided on war. In Hawaii, the staff was preoccupied with the possibility of war with Japan and had prepared against attack. Unfortunately, the wrong attack. Fearing sabotage from the local Japanese, they grouped their planes and ships where they could be protected. But the attack would be from waves of carrier-based aircraft was not allowed for, and the arrangements made were the worst possible defense against air attack. The skilled Japanese pilots, with years of battle experience, would be presented with bombing practice against massive targets. On the evening of Saturday the 6th of December, there were nearly 80 vessels in the port, including the Pacific Battle Line and battleships. Overnight, the Japanese carriers and their heavy battle screen closed to striking range. In the morning, a lot of history would be made, including the settlement of all debate about the power of naval aviation. Between 6 o'clock and 7:15, 360 planes took off from the 6 carriers, 200 miles north of the island. They consisted of 81 fighters, 104 bombers, 40 torpedo planes, and 135 dive bombers. After forming up into their groups, they set course for Oahu. At 7:55, they arrived over Pearl Harbor, where the radar operators were still wondering who they were, and without more ado, began their attack. The defenders were totally unprepared for what hit them that morning, and were unable to put up much of a defense. For half an hour, the Japanese did what they'd come for with little interference. The airfields were hitting the first wave, with simultaneous torpedo attacks in the harbor. The port became an inferno of burning ships, and the crews fought desperately on 2 fronts to save their ships and to strike back at the flames.
After a 10-minute Через lull, 10 the минут bombers атаку began продолжили their run. бомбардировщики. From then, the destruction Уничтожение continued without продолжалось stopping, без as the остановки. second waves of torpedoes and bombs followed. Around 9 часов 45 9:45, it минут was all все было over. кончено. The Japanese lost only Японцы 29 потеряли всего planes that 29 morning, самолетов. a Очень small маленькая price цена for the за victory такую they'd победу. achieved. And they left no doubt in Они anyone's не mind оставили that America никаких and сомнений, Japan что were два at war. государства находятся в отныне состоянии войны. The American price was much Плата higher. американцев была гораздо The выше. disaster that had been sprung that morning Нация была shocked the просто islands and the потрясена. nation. The attackers had sunk or severely Атакующие damaged потопили 8 или же очень battleships, тяжело 3 повредили cruisers, 8 3 линейных destroyers, кораблей, 4 other ships, 3 and over крейсера, 3 эсминца 180 и 4 planes. других корабля, а также 180 самолетов. In the midst of the destruction, there were two Но brighter победа notes. японцев оказалась The Japanese неполной. victory had not been Не были total. потоплены They had not авианосцы sunk any и carriers, не были and the повреждены fuel склады stores с at Pearl горючим. were unharmed. One target they'd missed, the Одна other из had целей not не been была in в port. порту, The другую carriers were просто не off, удалось ferrying попасть. new planes to reinforce Авианосцы marine перевозили garrisons новые in самолеты case для war should гарнизонов break out. морской пехоты на случай начала военных действий. The airfields had been a priority Основной target, мишенью as японцев would стали any carriers аэродромы, the поскольку Japanese had trapped авианосцев in в порту port. не было. Admiral Адмирал Nagumo, Нагумо the был Japanese очень commander, разочарован их had been отсутствием. bitterly disappointed that there were no flat tops to sink. The attacks on the airfields had been essentially defensive, to protect the incoming Предпринималось для planes, того, чтобы защитить whereas the свои destruction собственные of the самолеты. carriers would have been an offensive Уничтожение coup. авианосцев являлось, безусловно, главной целью. Casualties at Pearl were Потери high, были очень высокими. 2,403 Американцы killed потеряли and 2403 человека 1,178 убитыми, wounded. But amid the 1178 carnage человек and ранеными. destruction, the escape of the carriers was the Но germ of уцелевшие Japan's авианосцы eventual станут defeat. основой для будущей The победы. Japanese Naval Command set a Японское high военно-морское priority on their командование destruction, придавало очень and their большое eagerness to значение их confront and уничтожению. destroy the American carriers was to И lead в them into their own будущем это disaster очень at подвело Midway. японцев в битве атолла Мидуэй. Self-contained, fast and heavily armed, the Мощные, American быстрые, ships at тяжело large were вооруженные the sole американские remaining авианосцы major были obstacle серьезным to препятствием Japan's для expansive японских plans. захватнических планов. When Enterprise returned Когда to Pearl Enterprise Harbor, вернулся в the crew, Перл-Харбор, even though they его were well экипаж aware был of reports потрясен, of what had несмотря на happened, то, что о were still событии уже shocked by было what they известно. saw. Admiral Halsey and his men sailed back into a Этот port that порт was лишь a отдаленно caricature of the напоминал one they'd тот, из left. которого корабль She'd been уходил only совсем 200 miles недавно. away during the raid, Enterprise and one of находился the всего в first 200 planes милях shot во down время that morning налета. had been И one of один her из patrol сбитых самолетов был planes, flying патрульный into the самолет с unexpected авианосцем, battle. случайно оказавшийся Fortunately, участником the сражения. Japanese had not К realized that счастью, a carrier японцы was не almost in догадались о том, striking что distance, Enterprise or находится the в радиусе Enterprise may have had a действия wartime самолетов. career only Иначе его slightly карьера longer than могла that of быть the гораздо battleships in the короче. port. In a shake-up of the Pacific Шок Fleet потряс staff, американский Admiral штаб. Kimmel was replaced Адмирал by Admiral Нимец Chester заменил W. адмирала Nimitz. Киммеля на посту In командующего time, флотом. this would be confirmed Время as a покажет, brilliant что это было appointment. очень удачное решение. Though the Japanese were now Хотя set to enjoy 6 предстояло months еще в in течение which they полугода swept с across триумфом Asia, покорять the Азию, industrial might of the United американская States, промышленная мощь which had already набирала been harnessed обороты, into somewhat belated активизированная activity by the действиями Roosevelt администрации administration, Рузвельта. swung into higher Империи gear. был отпущен более The короткий empire was срок, to be чем тот, far на который shorter-lived than надеялись the Japanese японцы. believed. Mobilization of the United States' immense resources saw staggering increases in the size Мобилизация of the вызвала nation's armed увеличение forces. численности армии США. Within a year of После Pearl, the Перл-Харбора Navy в had течение signed on года в over состав флота 900,000 вступили volunteers около to bring 900 its тысяч strength to over добровольцев. 1.2 Его million численность men. достигла 1 200 To match 000 this человек. recruitment, the Для Navy had этого to флоту overcome было its already необходимо преодолеть recognized shortage of существующий equipment. недостаток More вооружения. of everything was Прежде needed, всего but авианосцев. particularly aircraft carriers. The parallel Параллельная civilian мобилизация mobilization населения in the на верфи shipyards и and заводы factories would be стала the key to ключом к victory. победе. Naval strength had obviously not been enhanced with the Перл-Харбор losses at значительно Pearl ослабил Harbor, мощь флота. and over the И course of the авианосцам dark пришлось year нести ahead, очень the тяжелый existing груз. carriers would carry a heavy load. Meanwhile, in Тем Battleship временем Row, водолазы the чинили salvage поврежденные crews worked on линейные the корабли. wrecks.
Четвертое. Ожидание. Until early in 1941, В начале the Japanese planning for 1941 war года with the японские United планы войны States с had США been to use the main предполагали с fleet to помощью progressively главных сил destroy флота American уничтожить forces as американские they were силы, deployed in support of поддерживающие the garrison гарнизон in на the Philippines. Филиппинах. That was the move that the United Этого States шага planners were американцы как expecting. раз и ожидали. Admiral Yamamoto had Атаковать conceived the Перл-Харбор preemptive strike on стала Pearl идея Harbor адмирала and had Ямамото. overseen it. It was, of course, a Это был brilliant огромный success. успех. And in little over an hour, the Imperial Navy seemed Всего to have через час gained японский control флот of the завоевал Pacific. господство на Тихом океане. The United States Pacific Fleet Тихоокеанский still флот retained США considerable оставался strength. значительной силой. The carriers, 16 Авианосцы, cruisers and large 16 numbers of крейсеров, submarines значительное and количество destroyers were подводных лодок и undamaged. эсминцев. It was, therefore, Они still остались possible to assemble неповрежденными. task forces В их задачу around the вошло flat top. создать ударные группы для авианосцев. The Japanese moved Тем with временем японцы determined and быстро awesome продвигались. speed. Their aims were В to их gain задачу control of прежде oil всего fields входило and other захватить supplies of запасы нефти strategic и другого materials, стратегического and to сырья establish и concentric установить defenses внешнее around the кольцо home обороны island. островов. The optimistic Расчет expectation делался was на that the то, что Allies would союзники suffer such понесут heavy при losses in захвате attacking the внешнего outposts кольца that настолько Japan тяжелые would keep her потери, empire in что Япония negotiated добьется peace. почетного мира на This переговорах. depended upon two Этот план misconceptions: не учел the mood of два America фактора: and the strength настроение of the defensive американцев perimeter и in the слабость face of the US оборонительного carriers. конца перед американскими авианосцами. In the following months, the Japanese В tide последующие swept месяцы Asia. японцы The продолжали захват Philippines were Азии. attacked within hours В of течение Pearl нескольких Harbor, часов with после unopposed Перл-Харбора occupations были of two атакованы islands in the Филиппины, first week и of the два war. острова захвачены в течение первой недели войны. With the exception of some За исключением B-17s and нескольких летающих P-40s, крепостей the American и airplanes in истребителей the Philippines П-40, were obsolete, самолеты на and the Филиппинах были Japanese quickly устаревшие. achieved an aerial Японцы supremacy быстро that достигли ensured them a господства в victory. воздухе и обеспечили себе победу. The last defenders surrendered Последние on June the защитники 6th, сдались 6 июня 1942. 1942 года. It had fallen to the American carriers to Надежда hold the была только line на as авианосцы, the only force на то, left что with они any сумеют capability to продержаться и hit back. нанести ответный удар. Almost as soon as Yorktown was sent to the Йорктаун Pacific, был отправлен на Saratoga was Тихий океан. torpedoed and В withdrawn это же for время repairs. Саратога получил And so the повреждения US после deployed three торпедной атаки carrier и был task отведен на groups ремонт. under Admirals Halsey, Американцы Fletcher, организовали and три Brown. ударные группы под In командованием the face of the адмиралов weight of Холзи, Japanese sea Флетчера и power, Брауна. this handful of При ships went превосходстве on to the японского offensive. флота эти корабли собирались атаковать. Obviously, raids by single Безусловно, carrier налеты task самолетов с forces were ударных not групп going to halt the не могли Japanese остановить advance. японского продвижения. However, in the Однако это circumstances, были it was the наилучшие best course действия в тот available. период. The mobility of the Мобильность carriers allowed a авианосцев rapid позволяла succession of наносить attacks, удары по great далеко distances отстоящим друг от apart, друга by целям, single groups группами or или formations of соединениями. forces. From the 1st of С February 1 февраля 1942 года 1942, raids went on налеты over the начались по всему entire фронту Japanese японского front. наступления. Simultaneous attacks Одновременно were были mounted against нанесены the удары Marshall по Islands островам and the Маршалла Gilberts. и Гилберта. The Japanese land-based air forces Авиация threw наземного themselves at their базирования tormentors японцев рвалась furiously в бой, но with little безуспешно. success. In March, В there were марте further состоялись operations операции against против Marcus and островов Wake, Маркос и Уэйк. and then Потом Enterprise and Энтерпрайз и Lexington Лексингтон attacked атаковали targets in New цели на Guinea. Новой Гвинее. These operations brought the Эти American операции crews обеспечили invaluable battle американских experience. летчиков опытом They боевых were able действий. to confirm their faith Они in могли dive bombing's оценить силу effectiveness. японских самолетов, They were also able to применять пикирующие realistically assess the бомбардировки, strengths of the Japanese изобретать planes тактику. and adopt tactics accordingly. Они сделали много They открытий made в some very области heartening недостатков discoveries японского about вооружения weaknesses in the и методов, Japanese применяемых equipment and methods. японцами. One factor that was to prove Очень important важным was the фактором был Japanese lack небольшой of радиус radios. действия японских самолетов. The air commanders were unable Командиры to не могли direct their направлять своих pilots, летчиков. and groups of Группы Japanese японских planes самолетов, entering battle вступающих were в бой, enthusiastically действовали uncoordinated, некоординированно. often resembling a cavalry charge. One unnerving feature Сразу же recorded было almost as soon зафиксировано as the то, first что attacks on the японские carrier летчики task направляли forces свой was подбитый that самолет на Japanese самую pilots, крупную if their мишень. plane was shot up and doomed,
would try to crash the Налеты не aircraft onto the приносили biggest большого ship in ущерба, Leeds. японцы продолжали наступать. The raids didn't do much damage, and the Но Japanese теперь им continued to make приходилось advances. часть But сил they now напряжать had на to tie оборону, some of their resources а in их defense противник to strike back at the все carriers, продолжал приобретать and бесценный their опыт. opponents were increasingly battle experienced. The value of the news of these minor Влияние этих successes побед to на the боевой дух morale of the американцев American было public was огромное. enormous. In the face of Перед almost лицом daily постоянных reverses, отступлений the моряки и sailors and летчики airmen were the думали о promise of том, что очень eventual скоро все retribution. должно измениться. The carrier Hornet had been in the Авианосец Pacific since Хорнет January, находился на Тихом but she'd океане not с been января, deployed to the но не fleet. был приписан She'd к been held on флоту, the west базируясь coast на while some западном very побережье, irregular иногда training went проводя on тренировки with экипажа B-25 medium bombers. бомбардировщиками Б-25. When satisfied that the Когда pilots could летчики get the научились overloaded отрывать bombers тяжело off the short груженные takeoff самолеты on the от коротких carrier, палуб the ship авианосца, left port for a корабль rendezvous with присоединился Enterprise к north of Энтерпрайзу Hawaii на on the Гавайях 13th of April 13 1942. апреля 1942 года. With their screen of cruisers, С эскортом they headed крейсеров through они stormy отправились в seas направлении towards Токио. Tokyo. Commanding the air group of 16 Группой 16 бомбардировщиков командовал полковник Джимми Дулиттл. У этой операции было три задачи. Наконец, доставить нашему народу хорошие новости с полей Второй мировой войны. Вызвать смятение в рядах японцев и недоверие к их руководителям. Но главной тактической задачей было показать японским самолетам, которые обороняли острова, что их ждут в будущем серьезные проблемы. Это была важная задача, поскольку для нее решили оторвать самолеты, которые могли бы оказаться гораздо нужнее на юге Тихого океана, где шла война. Флотский капитан по фамилии Лоу был автором идеи использовать армейские бомбардировщики для взлета с палубы авианосца и атаковать Японию. Б-25 были выбраны, потому что уже успели хорошо зарекомендовать себя. Сначала я сумел найти наиболее опытные экипажи, пошел к ним и попросил добровольцев об участии. Все они как один согласились, в их числе и командир группы. Б-25 были подготовлены гораздо лучше самолетов с авианосцем. Японцы ожидали атаки с авианосца, но даже не могли представить, что она может быть организована в состоянии 700 миль до цели. Дулиттл старался добиться, чтобы их не заметили до тех пор, пока они уже не были на подходе. Если бы нас перехватили японские корабли или самолеты, наша авиация должна была немедленно взлететь с палубы. Если бы Токио находилось в радиусе действия, значит, они должны были лететь на Токио. Даже если бы топливо кончилось сразу после удара, это было наихудшим, по нашему мнению. Если бы Токио было недосягаемо, самолеты летели бы на Мидуэй. А если Мидуэй оказался недосягаемой, то палубу пришлось бы все равно очистить для взлета самолетов самого авианосца. Японские патрульные лодки засекли их за 200 миль до предполагаемого места взлета. Утром 18 числа. Снаряжение самолетов уже началось, и было принято решение продолжать двигаться в направлении Японии. Разбег был очень короткий, и взлетать на полностью загруженном самолете или лишь загруженном только наполовину — это совершенно не одно и то же. Летчики много тренировались под руководством своих коллег из морской авиации. Наконец, самолеты были полностью загружены. 900 килограмм свыше проектного веса самолета. Погода была очень неспокойной. Дул сильный ветер. Шла волна. Первым в воздух взлетел самолет полковника Дулиттла. Затем в течение часа взлетели остальные самолеты.
В соответствии с задачами были должны нанести удары по большому числу целей в южном направлении. После атаки мы должны были взять курс на запад. В Токио реакция на донесение патрульной лодки была мгновенной, но совершенно неверной. По их расчетам выходило, что авианосцы нанесут удар утром. При этом те, кто рассчитывал, руководствовались радиусом действия авианосной авиации. Был отдан приказ о бомбардировке кораблей утром, когда они войдут в радиус действия. Американцы потеряли внезапность и готовили свою ловушку. По крайней мере, так казалось. В то время, когда первый из наших самолетов уже должен был быть над Токио, по нашим расчетам, японское радио молчало. А когда он вернулся, тогда-то оно и объявило о нахождении над Японией вражеских самолетов. Мы сбрасывали бомбы в то время, когда этого никто не ожидал. Ощущение у нас было такое, что надо скорее выполнить задачу и сматываться. Удар у нас, надо сказать, получился. В составе группы было 16 самолетов, и каждый нес 1 тонну бомб. Один из наших самолетов не добрался до цели. Еще у двоих кончилось топливо. И когда мы добрались до Китая, они приземлились на побережье. 8 человек из экипажа осталось живых. Погода была плохой, и мы стремились как можно ближе добраться до нужного нам района. Держались до последнего, и уже только потом стали прыгать с парашютами. Участники рейда получили награды. Хотя сам он был булавочным уколом. Но как атаки авианосцев, он проверил, насколько японцы в состоянии концентрировать силы для обороны своей раздувшейся империи. Необходимость строительства оборонительных сооружений и ведения оборонительных действий оттягивала поставки фронта. Дома, в США, участники операции, прежде всего сам Джимми Дулиттл, стали национальными героями. Авианосцы Тихоокеанского флота готовились к напряженным дням. Когда Энтерпрайз и Хорнет шли на юг, империя собиралась силы для очередного удара. Как атака на Перл-Харбор, это был тщательно разработанный план. Перед предпринятием этого шага происходили серьезные споры. Ямамото и штаб самого флота предлагали атаковать Мидуэй, в то время как морской штаб предполагал захват порта Морсби и оставшейся части Новой Гвинеи, а также изоляцию Австралии прорывом через Соломоновы острова на Фиджи и Новую Каледонию. В качестве компромисса было решено утвердить область управления, но первой целью стал порт Морсби. Когда планы были готовы, приказы отданы, расшифровка японских радиограмм позволила адмиралу Нимецу наилучшим образом распределить свои скромные ресурсы. Авианосцы Йорктаун и Лексингтон в сопровождении крейсеров отправились на юг. На них был 141 самолет, 42 истребителя, 99 бомбардировщиков. Японские силы составляли в районе на 3 мая несколько флотов. Кроме 2 конвоев вторжения, у них имелись еще 2 значительных соединения, силы прикрытия вторжения на порт Морсби в составе легкого авианосца и ударная группа из 2 больших авианосцев. Их задачей было уничтожить любой появившийся американский корабль. 3 мая одна из групп вторжения осуществляла высадку на Соломоновы острова. На следующий день появился Йорктаун и заявил о своем присутствии атаками на силы вторжения. Это были как раз нужные японцам новости, их авианосцы поспешили на юг. Они были предназначены для перевозки самолетов, и их позднее появление открыло серию ошибок обеих сторон.
в сражении, которое получило название «Битва в Коралловом море». Следующие 2 дня прошли в поисках друг друга и отсутствии столкновений, хотя однажды обе группы разделяло всего 70 миль. 7 числа самолеты Йорктауна потопили легкий авианосец «Шохан». Главным событием стало отступление флота вторжения. На территории, занятой авианосцами, не было места для транспортов с войсками. Захвата так и не состоялось, порт Морсби не пал. И наступательный пыл японцев почти угас. Утром 8 числа оба соединения сошлись. По количеству кораблей и самолетов они были примерно равны. У японцев было одно преимущество. Облачность. Один из их авианосцев не был виден в течение всего сражения. Американцы, наоборот, находились под открытым небом. И Йорктаун, и Лексингтон получили массу внимания со стороны японской авиации. Американцы зафиксировали 3 попадания в авианосец «Сёкаку» и нанесли ему значительные повреждения. Японцы также наконец нашли мишень и тоже атаковали. Они повредили оба американских авианосца, хотя и не так сильно, как казалось сначала. Лексингтон пытался продемонстрировать мощность артиллерии. За последний месяц на нем были установлены 36 орудий. По сравнению с тем, что на авианосце будет стоять год спустя, этого было очень мало. Этими силами авианосец не смог защитить себя и пострадал гораздо сильнее. Ему досталось хуже всех. Меньше Йорктаун подвергся не столь мощным атакам и получил всего одно попадание. Атакующие японские самолеты сконцентрировались на Лексингтоне. Он получил 2 попадания торпед и 2 бомб. На борту начался пожар. Экипаж пытался спасти корабль, который был поврежден не только прямым попаданиями, но и близкими разрывами. Удалось наладить контроль за повреждениями, и ситуация стала несколько безнадежной. Рассказывает вице-адмирал Пол Рэмзи. Вся угроза шла с воздуха. На поверхности воды никого не было. Мы даже не видели противника, как это обычно бывает в морских сражениях. Он был на значительном расстоянии от нас. Мы тоже атаковали и все еще не знали результатов этой атаки. В это время японцы атаковали наши корабли. Йорктаун получил попадание бомбы в палубу, но не настолько тяжелое, чтобы прекратить посадку самолетов и их взлет. Лексингтон получил 3 попадания. На борту начался пожар. Мы стали приземляться на палубу Йорктауна, чтобы не садиться на воду и таким образом потерять все самолеты. Отступление поддерживало мысль, что Лексингтон останется на плаву. Пожар удалось локализовать. Однако очень плохо работала система вентиляции. Пробитые трубопроводы с горючим наполняли помещение ядовитым газом. Назревала очень сложная ситуация для ремонтных бригад. После 3,5 часов борьбы с огнем капитан приказал покинуть корабль. Взрывы сопровождались топлением корабля. Битва оказалась незавершенной.
Losses of Потери planes в were about the самолетах были same. примерно The одинаковые. Americans lost only half as many men, but their loss of a fleet carrier gave the Но Japanese a лишились marginal эскадренного victory. авианосца, что стало However, безусловной the удачей для abandonment of the японцев. invasion plans meant that, Однако то, in что real планы terms, захвата the были battle отложены, outcome had favored the облегчало Americans. последующие Both sides ситуации have для considerably американцев. exaggerated their success. Обе стороны значительно The Japanese were превысили sure they'd sunk at свои least 2 показатели. carriers, Японцы as were считали, the что они Americans. потопили 2 авианосца. With their partial ability То to же самое decode считали Japanese американцы. transmissions, the Обладая Americans were able to возможностью частично clarify the расшифровывать situation, японские whereas радиограммы, the Imperial Navy американцы was to лучше carry its контролировали misconceptions ситуацию. to the next А engagement, императорский a флот month в later, последующих at сражениях Midway. зачастую находился в неведении относительно планов противника. Although they sank more of our ships, Хотя они и they did потопили not больше get наших Port кораблей, which was не the удался essential захват порта aim Морсби, of their что, war plan. собственно, являлось их So the главной aircraft целью. carrier involved Авианосцы, in this battle участвующие в битве, proved to be the доказали свою essential, and yet there was пригодность. another test that Это was было еще required. одно необходимое Whether для них an entire испытание. fleet could be knocked out. Благодаря уверенному because of the поведению в presence of воздухе air наших power. самолетов, флот мог себя чувствовать в большей безопасности.